Современный процессор состоит из ядер, кэша, контроллеров и опционально графического чипа. Схема его работы разделена на 4 этапа. Первый. Для того, чтобы процессор понял, как выполнить программу, требуются инструкции. Они извлекаются из оперативной памяти в наибольшую по объему память внутри процессора, кэш L3. Он является общим для всех ядер. Ядро – микросхема из функциональных блоков, где происходят все вычисления. Затем инструкции поступают из L3 в память внутри ядра, кэш L2. Оттуда в кэш для инструкций. Второй этап. Инструкции превращаются в команды микроопераций в декодере. Чтобы не ждать очередной поток инструкций для декодирования, процессор может их предсказать. Если они окажутся неверными, отбрасываются. Работа продолжается с правильными. Эти два этапа называются front-end. Третий этап. Некоторые команды микроопераций можно выполнить только в определенном порядке. Для этого они поступают в буфер переупорядочивания. Существует кэш микроопераций, где находятся декодированные инструкции в определенном порядке. Затем команды поступают в планировщик, чтобы определить, где они должны выполняться, и выстроить очередь. Четвертый этап. Упорядоченные команды через порты поступают в регистр. Затем в арифметико-логические устройства, где они и выполняются. В валу происходят все вычисления. Затем результат записывается в кэш L2 и при необходимости в L3 и в оперативную память. Эти два этапа называются backend. Многопоточность в процессоре реализована через дополнительный регистр. Пока одни ALU простаивают от недостатка команд, другие работают. И разумеется, они могут работать параллельно. Переход с этапа на этап занимает один или несколько тактов. 1 такт в секунду, 1 Гц. 5 ГГц, 5 миллиардов тактов в секунду. Это частота процессора, которую регулирует тактовый генератор по формуле множитель умножить на частоту шины. Ручное повышение частоты называют разгоном. Последние три цифры численной маркировки – принадлежность к линейкам Core i3, i5, i7, i9, Ryzen 3, 5, 7, 9. Больше число, выше частота или больше ядер, или все сразу. Первые цифры или цифра обозначают поколение процессора. Буквенные маркировки. У Intel Core F – отсутствие встроенного в процессор видеочипа. K – возможность вручную выставлять множитель тактового генератора, увеличенные заводские частоты. У AMD Ryzen Pro – заблокированный множитель. G – наличие видеочипа. X – увеличенные заводские частоты, повышенный разгонный потенциал. Видеокарта – это